говорят, что уходит, ну, сосед, да, молодец. А когда уходит твой муж, и тут двоякие чувства, потому что ты понимаешь, что результат может быть любой такой поездки. Понятно, что молодец, но просто переживаете, сильно болит сердце в таких ситуациях. Да. Вы сказали нет, и это ничего не изменило. Ну да, там уже не было пути обратно. Я уже просто подал документы, уже все. Уже осталось только дождаться, когда нам выделят самолет. Собрали нас 105 человек, отряд. И все, я пришел и сказал, что все. И уже обратно документы забирать. Ну, как я это сделаю? Ну и супруга, понятно, что поддержали вас родные и близкие. У нас в студии ваш отец Павел Валентинович. Павел Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ведь тоже военный. Какой совет дали сыну, когда он отправился на фронт? В первую очередь был совет, казалось бы, банально, но береги себя и будь внимательным. Когда многие попадают в неприятные ситуации там за лентой, большей частью из-за невнимательности, наверное, я так понимаю. Правда, Михаил? Да. Вот. А когда ты четко понимаешь, что ты выполняешь, какие задачи, и у тебя отработано, не бывает бесстрашных людей, а страх, он отходит на второй план, и ты выполняешь задачу, ты идешь вперед, выполняешь все, что нужно, ну и, скажем так, из-за этого ты и побеждаешь. Какие черты характера вот в сыне вы бы выделили, подчеркнули, вот какой он, что помогает ему и в жизни, да и вообще, в принципе, характеризует его как человека? Вы знаете, это не только я скажу, это, наверное, практически все, кто знает его, это его доброта. Доброта спасает мир. Улыбка такая добрая. Да вы посмотрите, какая у него улыбка. Ему невозможно не поверить. Да, это правда. Лечил всех и своей улыбкой тоже. Вы поддерживали, пока он там был, созванивались? Ну, конечно. Когда он мне сказал еще до Александры, мы с ним общались. По-мужски поговорили уже? Ну да, он сказал, я решил, что я пойду. Вот мобилизацию не прошел, то есть его не призвали. Он говорит, но я не могу сидеть дома. Я себя потом не прощу, я себя перестану уважать. Это о многом говорит, что характер боевой, что отправился на фронт. Всей доброте, да, стержень. Вот. У него доброта, не простота. Да, доброта, потому что человеколюбие. Потому что сердце большое и доброе. Михаил, давайте посмотрим сюжет о том, как вы сейчас живете и что сейчас наполняет вашу жизнь. Дело простыня, и подусло под лягушку ускакала от меня. Мысль повесили писателей, пришла после участия в стальной операции. Взгляды поменялись, я как-то вот посмотрел на жизнь и увидел себя в этом. В целом тут все уже было, только немного требовалось ремонта. Здесь у нас приемная, здесь у нас столовая. Вот. Здесь у нас кухня, по-домашнему все. У нас, в принципе, в саду все по-домашнему. Вообще возраст у нас в саду от года до 3. Есть одна группа, 13 деток. Ребенок у них находит в садике. Вот Мария. Она от 2 месяцев. Она уже здесь живет. Только кого-нибудь надо сидеть. Бежит сразу, возмущается. И муж, что моя маленькая. В нашем коллективе 4 человека. Мне приходится иногда замечать и директора, и воспитателя, и нянечку, и бывает тоже и повара. Если это выпадает
большой Блин. машинке тоже годик. Вот за этот год что А было ты сложно? тупой. Что было тяжелее, а что при этом поддерживало? У нас год ребенку только родилась Мария и открылся сад. То есть период пока еще был подготовки, и она в небольшом таком сохранении дороги была. И Миша сам готовил сад, он все сам красил, все отмывал. То есть многие хотели ему прийти помочь, но он все делал сам. Где-то вырвался, встретил нас с роддома, и вот с 2 месяцев наша младшая дочь посещает сад, и адаптация. Я все время говорю, что у нее самая большая стрессоустойчивость, потому что плачет кто-то, кричит, у детей же все это по-разному происходит, а она может спать спокойно. Я спросил про сложности, вы так сказали, но сложности-то не было, получается, Да, в Потому радость. что вместе, потому что вместе справлялись со всеми. Ну да, наверное, единственное. Ну, сложности, они без денег и сложностей. Не вышли мы еще на самоокупаемость, пока еще в минус еще работаем. Наверное, самая главная сложность, и мы с этой сложностью боремся, надеемся, что мы выйдем все равно в плюс, и ну, хотя бы будет верхняя хорошая подмога. Иначе, потому что сейчас радость единственная только дети. Туда все силы уходят, а пока проект только-только начался, потому что очень много затрат туда уходит. Надеюсь, что удастся вам сделать этот, трудно так назвать, это дело жизни. Когда вы работаете с детьми, что и это удастся сделать успешным для вас проектом. Ну, как у вас менялась судьба и карьера от музыкальной к жизни на фронте, и вот теперь такой большой отец большой группы. Это удивительно, конечно. Да, но при этом на фронте вы встречали людей из своей музыкальной жизни. Да? Давайте посмотрим об этом небольшой фильм. Да, было. После начала СВО этот молодой артист поехал туда, на ленточку. Помог мне своей музыкой поддержать. Там я стал встречать людей, с которыми когда-то в свое время работал на гражданке. Вот один случай вспоминается, это когда был День города Читы. С Михаилом, который впоследствии ушел на СВО, и мы встретились с ним там. Он повысил позывной «Граммофон». Я хотел бы передать огромный привет всем ребятам, которых мы встречаем на СВО. Вот, держим за вас кулаки, суммируемся и обязательно отпразднуем победу все вместе. При каких обстоятельствах эта удивительная встреча произошла? Так получилось, что мы занимались на перебросовке